Всем здравствуйте. Сегодня мы продолжаем серию лекций по материи медики Полихрестов доктора Джоса Айсека. И сегодня мы будем обсуждать препарат Калькарея карбоника. Hello, everybody. Today we are continuing the series of lectures on Materia Medika Polihrestov by Dr. Джос Айсек. And today we will discuss Калькарея карбоника. Следующий наш вебинар состоится 7 мая в 17:30 по московскому времени. И наша тема будет калькарея фосфорика. Our next webinar will take place on 7th of May, 8 p.m. Indian time. And our topic will be калькарея фосфорика. Okay, Doctor. Dear friends, colleagues, as all of you know, today our topic of discussion is Calc carb. Дорогие друзья, коллеги, как вы все знаете, сегодняшняя наша тема калькарея карбоника. Which is one of the most important Polychrest remedies. Это один из наиболее важных препаратов полихрестов. And it is a remedy which is used for many of the new or the most chronic diseases now. Это препарат на новые и на наиболее часто встречающиеся хронические заболевания в наши дни. It is a trimiasmatic remedy. Это трехмиазматический препарат. And chilly remedy. Это зябкий препарат. And because it is a trimiasmatic remedy, it's mostly more syphilitic in nature. Also. Or more psychotic and syphilitic in a way than soric. В каком-то смысле этот препарат больше сикотический и сифилитический, чем психический. And also it comes in one of the main series of remedies like sulfur calcarea lycopodium, like that. И также он участвует в важных цепочках препаратов, такие как, например, сульфур, калькарея, лейкоподиум. Because nowadays we all know that these chronic diseases have many layers. Потому что в наши дни, как все мы знаем, у хронических заболеваний есть множество слоев. And even in 1828, when Hahnemann published the chronic diseases, he wrote that we need several anti-miasmatic remedies in succession to cure a chronic disease. И даже в 1828 году, когда Ганеман опубликовал свою книгу «Хронические заболевания», он в ней писал, что нам нужно несколько антимиазматических препаратов в последовательности. And nowadays, when we treat many chronic diseases, and after that chronic disease is brought under control, many times we have to give this series of remedies, sulfur calcarea lycopodium. И когда сейчас мы лечим многие хронические заболевания, то мы во многих случаях даем в сульфур, калькарея, лейкоподиум, то есть мы используем вот эту цепочку препаратов. It's the most important remedies in series. You mean this one of this series? These three are the most important series. Это наиболее важная цепочка препаратов. Which helps to remove the chronic disease completely. Которая помогает полностью исцелить хроническое заболевание. So, that is the importance of calcarea carb. В этом важность калькарея карбоники. And one more thing is, many people think that this is a substitute for calcium. И еще одна вещь, многие думают, что это как для восполнения кальция. And also, many doctors find that there is a deficiency of calcium and prescribe calcium.
И некоторые доктора думают, что когда они думают, что есть дефицит кальция, и мы как бы назначаем кальций. In the same house, when people eat the same food, there also one member may be having deficiency of calcium. В одном и том же доме, когда люди едят одну и ту же пищу, может быть один человек, у которого будет дефицит кальция. But usually what happens is the calcium metabolism is not proper. Но обычно что происходит, это нарушение метаболизма кальция. Or in other words, calcium is not absorbed by the body properly. Или, другими словами, организм как следует не усваивает кальций. In many cases, it is not the deficiency, it is the lack of absorption which produces such a condition. Во многих случаях это не дефицит кальция, а именно нарушение усвоения кальция, которое приводит And because of the malabsorption of the calcium, из-за нарушенного усвоения кальция the bones are more softer кости становятся более мягкими, and the ossification also gets late. и окостенение или оссификация, она тоже с задержкой And the происходит. children are reluctant to stand or walk. И дети, они не могут стоять или ходить, And they will not even try to stand or walk. и они даже не пытаются встать или ходить. And also, they put on fatty tissue. И также они набирают жировую массу. And this patient is usually an obese patient. И обычно пациент калькарея карбоника – это пациент с ожирением. The first indication is a chubby child. И первое указание – это такой щекастый, пухленький ребенок. And the obesity, in obesity, Calcare carb is one of the most important remedies, along with the graphitis and phytolacca. И при ожирении калькарея карбоника – один из самых важных препаратов вместе с графитом и фитолякой. But at the same time, we have to differentiate Calc carb in obesity. Но также мы должны дифференцировать калий карбоникум при ожирении. The Calc carb obesity is usually seen in hypothyroidism. И ожирение калий карб мы обычно видим при гипотиреозе. Even though they don't eat much, still they put on weight and fat. Несмотря на то, что они много не едят, они все равно набирают вес. That's why the 3F comes in Calcare carb. Поэтому калькарея карбоника относится к 3F на английском языке. Fat, fair, flabby. Fat – это полный, fair – это светлый, и flabby – это дряблый. And they have a moon-shaped face, round И face. также у них лунообразное лицо. And this is one of the main remedies for autism also. И также это один из важных препаратов при аутизме. Autism and learning disorders. И при нарушениях обучения. And it closely resembles silesia. So we always differentiate this remedy, Calcare carb, with silesia. И он очень похож на силицея, поэтому мы всегда дифференцируем калькарею карбонику с силицеей. Both are chilly. Оба препарата зябкие. Both are both have sweating. У обоих есть потение. Both are trimiasmatic. Оба препарата трехмиазматические. But silesia is chilly. Но силицея зябкий препарат. And
both Silesia and Calcarea carb are chili. И калькарея карбоника тоже зябкий препарат. But Silesia is lean and Calcarea carb is fatty. Но силицея худая, а у калькареи карбоники ожирение. Both are right-side remedies, mostly right-side remedies. Оба препарата преимущественно правосторонние. And both have complaints from exposure to cold. И у обоих жалобы от попадания на холод. Both are mineral remedies. Оба препарата относятся к минеральному царству. So the main differentiation comes between Calcarea carb and Silesia. То есть основная дифференциация между калькареей карбоникой и силицеей. Calcarea carb is fat, Silesia is lean. Это то, что калькарея карбоника полная, а силицея худая. Calcarea carb has sweating mostly on the head. И у калькареи карбоники в основном потеет голова. Whereas Silesia have sweating of the palms and soles. А у силицея больше потение ладоней и стоп. So this is the main difference between Silesia and Calcarea carb, because these two remedies are most important in autism and developmental disorders in children. И это основное отличие силицея и калькареи карбоники. И это два наиболее важных препарата при аутизме и при нарушениях к обучению. Then the main mental symptom of Calcarea carb is Основной психический симптом калькареи карбоники это mainly their fears. в основном их страхи. They fear that something bad will happen Страх, что что-то плохое случится. to them or to their close people. Случится плохое что-то с ними или с их близкими. Then the look of the Calcarea carb patient. Потом, как внешне выглядит калькарея карбоника? One is they are fatty. В первую очередь это полные люди. They have a large head. У них большая голова. Pot-bellied. У них такой горшкообразный живот. Sweating. The whole body is sweating, but more on the head. У них потеет все тело, но в основном потеет голова. And the moon face. И лунообразное лицо. The typical example is the Chinese god with a moon face. Самый лучший пример – это китайский бог, у которого лунообразное лицо. And they have a great craving for eggs. Также у калькареи карбоники очень сильное желание яиц. And also for indigestible things. И также желание несъедобных вещей. Even the children eat the chalk, something which is, even they lick the wall. Это дети, которые едят мел или могут лизать стены. Then another important symptom of Calcarea carb is chronic diarrhea. Еще важный симптом калькареи карбоники – это хроническая диарея. Which is there for a long time, not an acute condition, but a chronic one. И эта диарея уже долгое время, то есть это не острая диарея, а именно хроническая диарея. So people who have a craving for undigestible things, то есть люди, у которых желание несъедобных вещей, who are fatty, flabby, это полные такие дряблые люди, and who complain of loose motion, которые жалуются на жидкий стул, which is a chronic condition, который у них уже давно. you can think of Calcarea carb. Вы можете в этом случае подумать про калькарею карбонику. Another important thing is even in any tumors or any growths which are soft in nature.
Еще одна важная вещь – это любые опухоли или новообразования, которые по природе своей мягкие. It can be adenoid enlargement. Это может быть увеличенные аденоиды, It can be enlarged turbinates. увеличенные носовые раковины, It can be enlarged tonsillitis увеличенные миндалины, or polyp in the nose, либо полипы в носу, even polyp in any part of the body, даже полипы в любой части тела, or even breast tumors which are very soft. и либо это могут быть опухоли молочных желез, которые очень мягкие, And lipomas. также липомы. So any tumor which is soft in nature, you can think of Kaalkare carb. Любые опухоли, которые мягкие по своей природе, в этом случае вы можете подумать про калькарею карбонику. Then another important symptom of Kaalkare carb, which we don't see much in the Materia Medica or repertory, is the carcinoma. Потом еще важный симптом у калькареи карбоники, который мы сейчас встречаем, это карцинома. Many cases of carcinoma, Kaalkare carb works very well. Во многих случаях карциномы калькарея карбоника работает очень хорошо. Prostate carcinoma, Это может быть карцинома простаты, bone cancer, sarcoma, bone cancers, либо это может быть саркома, то есть рак костей. especially when the patient is chilly in nature. Особенно если пациент зябкий. We have a very good results with the Kaalkare carb lower potency, like 30th potency. У нас были очень хорошие результаты на калькареи карбонике в низких потенциях, в основном в 30-й потенции. Especially in the 4th stages of carcinoma. Особенно на 4-х стадиях карциномы. Nowadays we see plenty of polyps in the intestine. They are also works very well. Сейчас мы встречаем очень много полипов в кишечнике. В этом случае калькарея карбоника тоже очень хорошо работает. And Kaalkare carb is one of the main constitutional remedies also. И калькарея main. One of the main constitutional. Калькарея карбоника один из основных околонациональных препаратов также. And the most important thing in this constitution is they are chilly. И самое важное то, что это зябкие люди. And cannot tolerate any kind of cold. И не переносят никакого холода. Whether it is food, climate, or any kind of exposure. Это может быть холодная еда или холодная погода. В общем, любое попадание на холод калькарея карбоника не выносит. And also one of the main constitutional symptom is aggravation full moon. И также основной конституциональный симптом – это ухудшение в полнолуние. We have to compare aggravation full moon with the alumina and silicea. И мы должны сравнивать ухудшение в полнолуние с алюмина и силицеей. One of the main indication is in asthmatic conditions or in epilepsy. Aggravation full moon is one of the indication of Kaalkare carb or silicea. При астме или при эпилепсии один из основных показаний на калькарею карбонику – это ухудшение в полнолуние. Because many people have aggravation full moon for asthma or epilepsy. And in such a condition, we have to think of, main thing is we have to differentiate between silicea and Kaalkare carb.
И у многих идет ухудшение в полнолуние астмы или эпилепсии, и во многих случаях нам приходится дифференцировать между силицей и калькарей-карбоникой. Calcarea carb, although it's a remedy which can be used on any side of the body, it is mostly a right-sided remedy. Калькарей-карбоника, несмотря на то, что она применима к любой стороне Because тела, if we look to the side, we have to think of calcarea carb as a right-sided remedy. она в основном, как бы жалобы у нее с правой стороны. То есть мы должны думать про калькарею-карбонику как про правосторонний препарат. Another important indication of calcarea carb is in learning disorders. Еще важное показание на калькарею-карбонику при нарушениях к обучению. Where the child has head sweating, В этом случае у ребенка потеет голова, constipation, у него запор, delayed dentition, задержка прорезывания зубов, craving for eggs. желание яиц. And in the past, they had this latent learning to walk or stand. И в прошлом у такого ребенка была задержка развития, которая проявлялась в том, что они поздно начинали стоять или ходить. Then in some children, they have intolerance to milk also. Некоторых детей также непереносимость молока. So because they are fatty, they are not very active. Так как это полные дети, они не очень активны. And also they find difficult to focus on something. Также им тяжело концентрироваться на чем-то. But at the same time, they are a happy group. Но в то же время это счастливые дети. Though they have all the fears, apprehensions, they seem to look happier. Несмотря на то, что у них есть все вот эти страхи и дурные предчувствия, они выглядят счастливо. So if you name the main symptoms of calcarea carb child, or if you want to identify a calcarea carb child, И если you вы have хотите... symptoms. Sorry, can you please repeat glitch? Now to identify a calcarea carb child, I will give you some symptoms. Чтобы определить ребенка калькарей-карбоники, я вам назову симптомы. The first one is fatty children, В первую очередь это полные дети. chubby face, У них такой, они щекастые, big head, большая голова, which is sweating, которая потеет. pot-bellied, У них живот как горшок. open fontanelles, Открытые роднички. mainly because of the delay in ossification. И преимущественно это из-за того, что идет задержка осификации или окостенения. Then craving for eggs and undigestible things. Желание яиц и непереваренных, несъедобных продуктов. Delayed dentition, delayed dentition and walking. Задержка прорезывания зубов и ходьбы. So these are and one more thing is, this calcarea carb child has a big stool. Также у этого ребенка у него очень крупный стул. And they have, whenever they are constipated also. Также у них запор. So these are the main symptoms of, and they have, they get tonsillitis or some kind of recurrent rhinitis, etc., from. И у них тонзиллиты или рецидивирующие насморки от холода. So in cold countries, calcarea carb is one of the most important remedies for recurrent cold, recurrent tonsillitis, and recurrence of any of these complaints. You can give calcarea carb.
И в холодных странах это один из очень важных препаратов при рецидивирующих простудах, танзелитах. And if it is Kалькарея carb can even cure the case. И Because- если... Sorry. Okay. Если это калькарея карбоника, то калькарея может даже вылечить случай. Because it's a mineral, it's a deep acting remedy. Потому что это глубокий минеральный препарат. It's a deep acting, polycrest, miasmatic, constitutional remedy. Это глубокий препарат полихрест, миазматический препарат и конституциональный препарат. And the next important one is the Calcarea carb woman. Потом следующий важный момент – это женщина калькарея карбоника. Now, many girls start menstruating by the age of 9 or 10. Сейчас у многие девушки, у них начинается менструация в 9-10 лет. And for early menarche, the two main remedies are Calcarea carb and sabina. И при раннем менархе есть два основных препарата. Это калькарея карбоника и сабина. And also, the Calcarea carb woman, as I told you earlier, fatty woman, pot-bellied. И калькарея карбоника, как я уже говорила, это полная женщина. У нее And the whole body is more flabby, especially the breast, etc. У нее живот как горшок, и все тело такое дряблое, особенно молочные железы. Cellulitis in the thigh region. Sorry, Dr. Джос. Cellulitis in thigh region. The first word? Целлюлит. Целлюлитис. Целлюлит на бедрах. And also, many women develop intertrigo, that is rubbing of the thigh muscles. И у многих женщин также развиваются опрелости, когда бедра трутся одно об другое. In that condition, you have to consider graphitis also. И в этом случае вам также нужно рассматривать и графит. Also, this is a remedy for girls who put on weight or grows very fast. Также это девушки, которые очень быстро растут. Nowadays, we see this problem in many girls of the age of 9, 10, 11, like that. Сейчас в наши дни мы видим много таких девушек, которые уже в 9-10 лет растут быстро. And the next important thing is the menses. И потом еще важный момент – это менструации. So girls who grow very fast, Девушки, которые быстро растут, who had an early menarche, у которых ранняя менархия, and the menses will be profuse, long-lasting, early. у них Or we can put it like this: menses early, profuse, and long-lasting. у них ранние, обильные и продолжительные менструации. So this is the Calcarea carb woman with a sour smell. Это женщина калькарея карбоника. Также у калькареи карбоники кислый запах. And every time the menses prolong. И каждый раз менструации длительные. This symptom is usually seen in people who have fibroids. И обычно мы эти симптомы наблюдаем у людей, у которых миома, Fibroid uterus or endometriosis. либо миома матки, либо эндометриоз. And Calcarea carb is one of the main remedies for fibroid uterus and endometriosis. И калькарея карбоника один из основных препаратов при миоме матки и эндометриозе. Then
Coming to the therapeutic aspect of Kalkare carb, Что касается клинического применения калькарея карбоники, as I told you earlier, in delayed dentition, walking or standing, from there also you can start Kalkare carb. как я уже говорил, когда идет задержка прорезывания зубов или дети, задержка, они поздно начинают стоять и ходить, вы уже отсюда можете начинать назначать калькарея карбоник. Open fontanelles, Открытые роднички, fatty fair, это полные светлые люди, bones are easily brittle, у них кости ломкие, ossification is late, задержка осификации костей, even scoliosis, даже сколиоз, or children who cannot hold the head properly, дети, которые не могут как следует держать голову, autistic children who are constipated. дети-аутисты с запором. Then Kalkare carb, as I told you, is one of the main remedy for any kind of tumors which are soft, like a prostate enlargement or a breast tumor or stomach, or even Kalkare carb and Staphylococcus is said to be the main remedy for tumors in the brain. И, как я уже говорил, что любая мягкая опухоль, это может быть и в молочных железах, и где-то еще, любая мягкая опухоль – это калькарея карбоника, и стафизагрия и калькарея карбоника – это основные препараты при опухолях головного мозга. In the Kent's repertory for neuroma, Kent is giving two remedies. One is Kalkare carb, the other one is Staphylococcus. В репертуарии Кента в рубрике нейрома Кент приводит два препарата. Один из них калькарея карбоника, другой стафизагрия. So nowadays in autism and everywhere we use this, and then early menarche. И вот в наши дни вот на все эти симптомы мы назначаем калькарею карбонику, также при раннем менархе. And fibroid uterus, При endometriosis миоме матки, эндометриозе, with the profuse menses. с обильными менструациями. So in all this, Kalkare carb is found to be a very good remedy. При всех вот этих вот жалобах калькарея карбоника – это очень хороший препарат. And the complementary is lycopodium. И дополняющий препарат ликоподиум. Although this also, lycopodium also is a trimismatic constitutional polycrest remedy. Ликопод тоже трехмиазматический конституциональный препарат полихрест. So this is the main relationship of Kalkare carb. Это основная связь у калькарея карбоники. And Kalkare carb can be followed by sorinum or tuberculinum. И также после нее можно давать псаринум или туберкулинум. The difference between Kalkare carb and tuberculinum is tubercular children are very angry, irritable children. Основное отличие туберкулинума и калькарея карбоники – это туберкулинум – это дети очень такие раздражительные, злые, агрессивные. And the main thing, and another important thing is white patches on the face in children. Также важный симптом – это белые пятнышки на лице у детей. Kalkare carb is the number one remedy and Sina is the number two. Калькарея карбоника – это препарат номер 1 при этом симптоме, а цина – препарат номер 2. And the chronic diarrhea, as already mentioned. Then above all, soft tumor in any part. И помимо всего, мягкая опухоль в любой части тела. I think we have covered almost all the main symptoms of Kalkare carb. And as all of you know, Kalkare, what? I'm sorry, you told us about dyspnea. Do you remember that is very good symptom? And Yes. also Kalkare carb is one of the main remedies for
dyspnea when going upstairs И or также, climbing a mountain or a hill. также карбоника – один из основных препаратов при одышке, при подъеме вверх по лестнице или в гору. Also in thyroid enlargements. Также при увеличении щитовидной железы. Enlargement of any gland. И также при увеличении любой железы. Okay, we have almost covered almost all the symptoms, but it is difficult to cover all the symptoms of Kalkare carb. I just mentioned the most important and clinically useful symptoms only. Now I think we can go to the question and answer session. Мы покрыли практически все симптомы карбоники. Конечно, это очень сложно охватить весь объем клинического применения карбоники. Вот. Но вот на данный момент я думаю, что мы можем уже перейти к нашей сессии вопросов и ответов.